Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не растерялись. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты вы можете увидеть на главной странице канала. А также передаю большой привет своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши отзывы, за ваши комментарии. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками. Помните, да, мы с такими ниточками уже работали давно на канале. И с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальны, поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Один и тот же узорчик может по-разному смотреться из разных ниточек. Вы это знаете, да? Ну, самое главное, правильно подобрать крючок. Итак, я рассказываю, с какими ниточками работаю сегодня. Называются они, смотрите, Визель, Рейнбоу, Ангора. Вот такого вот интересного секционного окрашивания. Переходы очень длинные, очень плавные, красивые. Смотрите, кому понравился цвет 0,4. В моточке в 100 граммах находится 550 метров. Здесь, конечно, уже не 100 грамм. Моточки очень большие. Дальше смотрим. 15% мохер входит в состав. 10% альпака. 15% мериносовая шерсть. И так, смотрим. Смотрите, 60% это акрил. Нам советуют производители брать, ну, понятно, что крючок и спицы. Лучше, конечно, данную пряжу вязать спицами. То есть вы вяжете просто лицевой гладью, и как меняется цвет, да, также получается как бы узорчик на вашем полотне. Но нам тоже хочется попробовать крючковязом, да, попробовать вязать данную пряжу крючком. И нам советуют брать номер 5-6. Но дело в том, что я эту пряжу уже вязала, и я вязала крючком номер 3, и меня это, в принципе, ну, устраивает, да. Я беру сегодня крючок номер 3. Вы точно так же изучаете свою пряжу, подбираете крючок согласно рекомендациям производителя, а также своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, получается, 4 раппорта. Это 32 воздушные петельки. И дополнительно я хочу сделать кромочные столбики. Вы увидите, да? Поэтому я дополнительно наберу 5 петелек. Опять же, почему 5, вы поймете. Итого получается 32 плюс 5, 37 воздушных петелек набираю я. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет угодно. Итак, вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, как и у многих узорчиках, сделаем, ну, вспомогательный ряд, назовем его, да. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку вот так вот аккуратненько ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки аккуратненько точно так же ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Итак, мы с вами шагаем в каждую петельку нашей цепочки. Провязываем столбики с накидом. Сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если я, например, в моем случае 37 воздушных петелек, должно получиться 37 столбиков с накидом. Первый ряд вяжется чуть подольше, чем все остальные, поэтому аккуратненько со своей скоростью набирайте столбики. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязывали, вот эти вот, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Договорились? Это очень просто, несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот столбики готовы.
все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 1 воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее, как я и говорила, я буду делать кромочные, получается, столбики. Вот у меня будет 1 столбик, 2, 3. Провязываю столбики, эти 3 столбика, столбиками без накида. Так я буду начинать 3 столбиками, да, и заканчивать 3 столбиками. Ну, в зависимости от узорчика, здесь могут быть столбики без накида, либо столбики с накидом. Увидите, все поймете. Идем дальше. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька, накид. Обратно сюда же возвращаемся в этот же столбик, провязываем 2 столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Опять накид. Сюда же провязываем 3 столбик с накидом. Воздушная петелька. Сюда же провязываем 4 столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же провязываем 5 столбик с накидом. У нас получается вот такой вот интересный веерочек. Идем дальше. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули, провязали столбик без накида. Все. Дальше повторение. Итак, опять делаем накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули, вытянули ниточку, провязываем столбик с накидом 1. Воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 3. Воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 4. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 5. Опять веерочек получился. И присоединяем веерочек. 3 столбика пропускаем. В 4 провязываем столбик без накида. Вот, еще один веерочек получился. Видите? И так мы шагаем до конца ряда. Совсем ничего сложного нету. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте самостоятельно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки практически готовы. Покажу, как мы заканчиваем ряд. Здесь мы закончили ряд столбиком без накида, поэтому последние 2 столбика, да, тоже провязываем столбиками без накида. Есть. И получается у нас по итогу 3 столбика без накида, точно такие же, как мы и начинали ряд. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И вот эти вот наши еще 2 столбика будем провязывать столбиками с накидом. То есть, чтобы у нас все столбики были одинаковые, да? Там столбики без накида, здесь столбики с накидом. Есть. Дальше смотрите. Делаем накид. Вот наш веерочек. Первый столбик веерочка пропускаем, не трогаем его. Берем 2 столбик веерочка. Смотрите, как захватываем. Вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. У нас получается рельефный лицевой столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Вот центральный столбик, 3 столбик нашего веерочка. Беремся за верхушечку и провязываем столбик без накида. Поняли? Вот мы как бы выравниваем край нашего ряда. 2 воздушные петельки. 1, 2. Следующий столбик нашего веерочка провязываем тоже рельефным лицевым столбиком с накидом. Вот таким вот образом захватили столбик. Столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Далее смотрите, накид. Последний столбик нашего веерочка пропускаем. И там, где столбик без накида, провязываем столбик с накидом. То есть, если вы посмотрите, вы увидите, что краешек выравнивается. Видите? Здесь у нас был краешек волнистый, да, волнами. А здесь у нас получается ровненький. Понятно? Давайте еще раз. Накид. Первый столбик веерочка пропускаем. 2 столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. 2 воздушные петельки. Центральный столбик веерочка, то есть сразу же следующий, беремся за верхушку, провязываем столбиком без накида.
2 воздушные петельки, следующий столбик веерочка опять провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. И далее столбик без накида предыдущего ряда провязываем обычным столбиком с накидом. Все, краешек выравнивается. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд с рельефными столбиками. Вот такая получается красота. И как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Помните, 3 столбика с накидом, да? Вот первый столбик, дальше второй и третий. Беремся за верхушки предыдущих наших столбиков и провязываем столбики с накидом. Наши кромочные столбики готовы. Ряд ровненький, все. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять наши, да, кромочные столбики, поэтому мы здесь будем провязывать столбики с накидом. То есть здесь пока без изменений. Столбики с накидом. А вот дальше смотрите, делаем одну воздушную петельку, накид, возвращаемся сюда же, к этому же столбику, провязываем столбик с накидом. 1, воздушная петелька, накид, возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом 2. Пока повторяйте. Теперь смотрите, вот у нас столбик без накида предыдущего ряда над верхушкой, да, получается нашего веерочка, вот он столбик. Мы в него провязываем столбик без накида. Вот такая картина. Далее смотрите, накид, перебираемся вот к столбику одиноко стоящему, помните? Вот он столбик после рельефных. Мы провязываем в него, смотрите, столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька, столбик с накидом 3, воздушная петелька, столбик с накидом 4, воздушная петелька и столбик с накидом 5. У нас получается вот такой вот веерочек. Так? Мы начали столбиком без накида, веерочек, да, и заканчиваем, присоединяем, получается, веерочек вот там, где у нас верхушка, помните, предыдущего веерочка, столбик без накида, мы сюда, получается, провязываем столбик без накида. То есть у нас формируется веерочек, столбик, веерочек, столбик. В начале ряда это пол веерочка. Если внимательно посмотрите, веерочек, столбик, мы уже вязали в первом ряду. То есть мы с вами повторяем самый первый ряд, просто он смещен в шахматном порядке. Поняли, да? То есть дальше вы делаете вот наш одиноко стоящий столбик, в него будете провязывать веерочек. Понятно? Когда веерочек провяжете, вот столбик без накида, в него провяжете столбик без накида. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, потихонечку вырисовывается наша красота рельефная, да, рельефно-ажурная. И как мы заканчиваем ряд? У нас здесь получается всего лишь только пол веерочка. То есть 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, да, и он же уже получается у нас и кромочный. Первый столбик из кромочных, вот остаются 2. Получается, чтобы сохранить весь наш узорчик, мы здесь их провязываем столбиками с накидом, как и в начале ряда. Вот, и в третью петельку подъема тоже столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Далее, смотрите, воздушная петелька, поворот. И здесь у нас будет столбик без накида. Столбик без накида 1, следующий столбик, столбик без накида 2. И следующий столбик, столбик без накида 3. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот смотрите. Получается, вот от нашего веерочка, вот 3 столбика, 1, 2, 3, да, это как бы центральный столбик. Дальше следующий столбик мы провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть. Последний, получается, столбик нашего веерочка пропускаем. И там, где столбик без накида, мы в него провязываем столбик с накидом. То есть мы точь-в-точь повторяем второй ряд нашего узорчика, просто точно так же он смещен в шахматном порядке. Итак, вспоминаем накид. Первый столбик нашего веерочка мы пропускаем. Второй столбик мы провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Центральный столбик нашего веерочка мы провязываем столбиком без накида. 2 воздушные петельки.
Следующий столбик веерочка провязываем опять рельефным лицевым столбиком с накидом. Так. Последний столбик мы веерочка пропускаем, а там, где столбик без накида, мы в него провязываем столбик с накидом. То есть мы опять выравниваем высоту нашего ряда, так, потому что предыдущий ряд у нас был точно так же волной, как и пару рядочков назад. Понятно? Все, давайте повторяем второй ряд. Да, единственное, что просто смещен в шахматном порядке. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, вот наш рельефно-ажурный узорчик еще растет. И как мы заканчиваем ряд? Вот получается у нас пол веерочка, да? Первый столбик пропустили, второй провязали рельефным лицевым столбиком, сделали 2 воздушные петельки и последний столбик, да, провязали столбиком без накида. Поэтому продолжаем узорчик и оставшиеся наши кромочные столбики я буду провязывать столбиками без накида. Все, ряд наш закончен. Далее смотрите, воздушная петелька, поворот, сюда же опять столбик без накида, наши кромочные столбики. Второй столбик без накида и третий столбик без накида. Теперь накид, смотрите внимательно, переключаемся вот на наш столбик одиноко стоящий, так, и в этот столбик провязываем наш веерочек. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька, столбик с накидом 3, воздушная петелька, столбик с накидом 4, воздушная петелька и столбик с накидом 5. Опять сделали веерочек и присоединяем веерочек вот к столбику без накида предыдущего ряда. Если внимательно посмотрите, мы точь-в-точь повторяем самый первый ряд. Вот такая вот ажурная красота получается. Самый первый ряд повторяем, так, обратно возвращаемся, выравниваем высоту нашего рядочка. Потом смещаемся в шахматном порядке, опять веерочки, дальше рельефные столбики. То есть у нас получается вертикальный раппорт узорчика будет 4 ряда. Веерочки, рельефные столбики, веерочки, рельефные столбики. Потом опять повторяйте. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Для тех, кто умеет работать со схемками, я сюда схемку прилагаю. Посмотрите, она очень интересная, очень понятная и хорошо распечатанная. Поэтому смотрите, сами себя контролируйте. Для тех, кто не умеет работать, да, получается, по схемкам, посмотрите, мы уже все разобрали. Где столбики, где обычные, где рельефные, где воздушные петельки. То есть ничего особенного и сложного нет. Давайте увеличим наш узорчик на несколько рядочков. Посмотрим, какая получится красота. Уже понятно, что красиво, ажурно, рельефно, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот интересная сторона получается одна. Так, переворачиваем на другую сторону. Здесь немножечко узорчик выглядит по-другому, видите? Вот как-то он так очень интересно, аккуратно отличается. Здесь очень видно хорошо столбики, видите, они рельефными лицевыми провязаны. А с этой стороны получается, наоборот, они вот так вот подчеркивают, как вот границу веерочка. Вот, на контрасте, да, что-то под низом, если будет интересненькое, будет очень, конечно, видно и понятно. Но если это будет летняя ниточка, это будет очень интересный ажурный топик. Если это будет демисезонная зимняя ниточка, то это очень интересные, получается, палантинчики. Смотрите, я вот поэтому и сделала, получается, кромочные столбики, чтобы, увидеть, так скажем, границу палантинчика. И в дальнейшем, смотрите, ниточка в данном случае у меня будет светлеть, доходить до белой. Потом она будет чуть-чуть темнеть и уходить, вот видите, аж прям в какой темный цвет. Будет, конечно, очень шикарно. То есть для палантина узорчик и ажурный, и несложный, и не сильно дырявчатый, но в то же время, видите, какой интересный ажур получается. Вот, выбираете любую сторону, и любая сторона у вас будет лицевой. То есть вы дизайнер, вы так видите. Вот такая вот красота. В моем случае, вот из моих ниточек, вот так вот не тянется. Вот так вот чуть-чуть, да, больше тянется. Вот, не забывайте, что можно переворачивать узорчик. У вас веерочки будут смотреть вниз, так. Опять же, и в бок можно, почему бы и нет. Пробуйте, экспериментируйте, шарфики, накидочки. Возможно, это будет летняя парео из летних ниточек. Если это будет более плотные ниточки, то это может быть и сумочки, и авоськи, да, почему бы нет. Видите, такие вот летние пляжные сумочки.
пробуйте, экспериментируйте. Если кто-либо вязал что-то интересное данным узорчиком, то рассказывайте, пишите, нам будет интересно. Угу. Ну а если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать. Итак, давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Получается, если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, то в моем случае получается вот именно с моими кромочными столбиками 3 с одной стороны и 3 с другой, да? Вы можете делать кромочные, можете совсем не делать, вы можете делать их больше, 5, 7, 10 на ваше усмотрение. Но в моем случае, вот смотрите, 18 сантиметров. Так? И здесь, если будем считать по верочкам, один верочек это 2 ряда, 2, 4, 6, 8, 10, 12, и тут получается 12 с половиной, и наборный, один столб, получается один ряд, это 13. Итак, по самой верхней точке, смотрите, 11 сантиметров, видите? Вот, узорчик сам по себе растет быстро, вяжется он вообще несложно, то есть берите себе в копилочку вот такой интересный ажур. Красота, надеюсь, красота. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, так? Сохраняйте себе в плейлисты, вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И встретимся в новых видео. Пока-пока.